Ошибки при организации хранения в шкафу мы часто не замечаем. День ото дня мы можем пользоваться системами хранения, которые нам неудобны, и даже не догадываться об этом. Сегодня на примере организации хранения вещей в маленьком шкафу я предлагаю вам заглянуть в свой гардероб и еще раз убедиться, что способ хранения вещей в нем вас полностью устраивает, и ошибки при хранении, о которых сегодня пойдет речь, к вам не относятся. Всем привет, меня зовут Саша. Этот простой маленький шкаф хранит вещи семьи из 2 человек. Ничего необычного, правда? Ну, или почти ничего. А вот и первая ошибка при организации хранения в шкафу. И это хранение здесь вещей, которые не относятся к этой зоне и которые здесь не используются. Конечно, речь идет о мультиварке и других мелочах. В каждом шкафу с подобной ошибкой набор таких вещей будет свой. Но нам нужно задать вопрос, почему я храню это именно здесь? И почему я вообще в принципе это храню, а не использую? Кстати, по моему опыту, еще ни один разбор вещей в шкафу не обошелся без выявления вещей или одежды, которую владельцы уже давно не используют или не носят. И этот разбор не исключение. В этом и заключается вторая ошибка в организации хранения вещей в шкафу. Хранение одежды, которую вы уже не носите. Через несколько мгновений я покажу вам, как эта старая ненужная блузка помогла мне организовать компактное хранение футболок и рубашек в этом шкафу. А сейчас хочу порекомендовать вам канал, на который с недавнего времени просто подсела. Канал называется NatBears. И это канал о жизни в Англии, о плюсах и минусах, о том, как найти работу в этой стране, стоит ли вообще мечтать о переезде за границу. Всегда позитивная хозяйка канала Наташа не понаслышке знает ответы на эти вопросы. А еще она много путешествует и делится своими советами и идеями, как это делать правильно. И если вы предпочитаете расширять свой кругозор с помощью путешествий, изучения особенностей жизни в других странах, то канал Наташи вас точно порадует. И начать его изучение я рекомендую вам с видео о том, как найти хорошую работу в Англии. Ссылку на него вы найдете в описании чуть ниже. А теперь вернемся к организации хранения в шкафу. Очень распространенной ошибкой является хранение вещей на вешалках неподходящего размера. Из-за этого одежда деформируется и растягивается. Поэтому, если вы хотите продлить ей срок службы, обращайте внимание на плечики, которые вы приобретаете для ее хранения. Они должны идеально подходить по размеру и форме. Еще одна ошибка, которую многие совершают из-за нехватки места в шкафу, это хранение нескольких видов одежды на одних плечик. При достаточном количестве вешалок и фантазии эту проблему легко решить. Во-первых, добавив дополнительную штангу, если высота шкафа позволяет это сделать. Если же нет, как в моем случае сегодня, то на помощь нам придет любая веревка и дополнительные вешалки. Мне пригодились веревочки с этой старой блузки. Я просто отрезала необходимую длину и обвязала веревку вокруг крючка вешалки. То же самое я проделала еще на нескольких вешалках, после чего соединила их между собой. И таким образом горизонтальный ряд из вешалок превратился в вертикальный. Таким образом, с помощью подручных средств мы создали компактное хранение. И у нас отпала всякая необходимость хранить вещи из разных комплектов на одной вешалке. Конечно, для этого есть и специальные заводские крючки, но, на мой взгляд, вполне можно обойтись и более бюджетными средствами. Еще я давно отучила себя от привычки вешать ношеную одежду обратно в шкаф. Максимум, что есть в моем шкафу для этого, это корзина для одежды, которую я носила очень непродолжительное время. Но в основном это джинсы. Остальную одежду я предпочитаю сразу отправить в стирку. Поскольку если мы вовремя не заметим небольшое пятнышко на нашей любимой блузке и повесим ее в шкаф, забыв на некоторое время, то потом этот неприятный сюрприз может поставить нас в неловкую ситуацию. К тому же доставать из шкафа свежую постиранную одежду всегда приятнее, чем ношеную. А как вы относитесь к хранению ношеной одежды? Если храните, то каким образом? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. А мы перейдем к следующей ошибке. И это хранение вперемешку вещей всех членов семьи в одном отделении шкафа. Гораздо приятнее и удобнее, когда у каждого члена семьи в шкафу есть свое пространство, обустроенное так, как нужно именно ему. Дополнительная штанга в шкафу даст отдельное пространство для каждого члена семьи. Если установить ее не получается, то любой плоский органайзер поможет рассортировать вещи разных владельцев. Кстати, это еще и дополнительное место для хранения вещей. Это просто палочка-выручалочка при хранении в маленьких квартирах и при отсутствии полок. Кстати, пару слов о полках. Здесь мы тоже часто совершаем ошибки при хранении вещей, о которых даже не подозреваем. К примеру, ленимся изучить новые, более удобные методы складывания вещей, которые позволят хранить вещи более компактно, увеличивая свободное пространство.
Жалеем деньги на дополнительные полки, при этом мучаемся от высоких, глубоких, неудобных полок. Кстати, если полка в вашем шкафу не подходит по размеру для хранения вакуумных пакетов с вещами, то ловите лайфхак, как сделать вакуумный пакет нужного размера. Поместите пакет в кофр или коробку того размера, который подходит для вашего шкафа. Сложите вещи и выкачайте воздух с помощью пылесоса. Теперь у вас вакуумный пакет занимает ровно столько места, сколько нужно вам. И этот пакет с вещами теперь можно хранить в этой коробке или кофре. Можно просто достать его из кофра, положить на полку рядом с вещами, убранными на хранение таким же способом. Существует еще множество мелких и не очень ошибок при организации хранения вещей в шкафу. Мы обсудили лишь самые распространенные из них. Напишите в комментариях, какие комнаты и зоны для хранения в вашем доме вы хотите проверить на предмет ошибок, допущенных при организации пространства в них. А также отправьте это видео по WhatsApp подруге, которая ищет возможность оптимизировать и улучшить хранение вещей в шкафу. Надеюсь, сегодняшнее видео вам было интересно и полезно. Всем спасибо за просмотр, всех целую, ваша Саша.